Сегодня юристы банка, принадлежащего известному российскому бизнесмену, едва ли не под лупой изучали судебный иск от одного из своих клиентов. Причину подобной тщательности лучше всего опишет поговорка про воду, на которую дуют, обжегшись на молоке. Злую шутку с банком сыграло невнимательное изучение текста заключенного 5 лет назад договора. В котором черным по белому написано, что ставка по взятому жителям Воронежа кредиту составляет 0,0%. А за одностороннее расторжение банком контракта предусмотрен немалый штраф. Финансисты обвиняют клиентов в подлоге, сам он уверяет, что в банке имели возможность ознакомиться с документом перед тем, как его подписывать. Ольга Чернова разбиралась в коллизии. 42-летний воронежец просит не показывать его лицо и не называть фамилию. Сегодня он герой дня. В интернете его уже прозвали борцом с банковским беспределом. Такого в России еще не было. Предприимчивый горожанин намерен отсудить у банка многотысячную компенсацию за нарушение договора, условия которого он придумал сам. В 2008 году банк Тинькофф мне по почте прислал предложение заключить с ними кредитный договор. Я внимательно изучил это предложение. Оно меня полностью не устроило, потому что я увидел, что в мелком шрифте, который банк написал, очень грабительски невыгодно для меня проценты. Дмитрий рассказывает, отсканировал присланные ему банковские документы и мелким шрифтом внес изменения в кредитный договор. Собственную версию выложил на своем сайте. Его условия – 0% ставка по кредиту, многомиллионные штрафы за любые изменения и расторжение договора банка в одностороннем порядке, также требования о запрете обработки персональных данных. В банке Тинькофф кредитные системы наличие уникального кредитного договора с воронежским заемщиком не отрицают. Договор есть, но он поддельный. О том, что в нем, по мнению банкиров, уж слишком абсурдные требования, в Тинькофф банке заметили слишком поздно. И машинная проверка, и проверка сотрудниками, и документы, которые содержат какие-то там помарки и не являются по этому поводу подлинными, то они, естественно, отвергаются и не принимаются. Как объяснили наши технические специалисты, это был технический сбой, из-за которого такая анкета смогла пройти. Потому что она была не на бланке банка, а фактически просто распечатана в похожем виде. Судебный иск воронежцев в банке считают неправомерным. Юристы кредитного учреждения убеждены, в действиях их заемщика есть признаки подлога, поэтому они намерены инициировать возбуждение уголовного дела. Про воронежца. По мнению наших юристов, он не 24 миллиона, а реальные 4 года за мошенничество получит. Теперь это дело принципа для банка. О том, что мошенничество и подлог, я считаю, со стороны господина Тинькова это крайне неверное утверждение, хотя бы даже в том плане, что оценку действий нашего клиента может дать только суд. 3 года назад банк расторг договор с воронежцем из-за просрочек и в прошлом году попытался взыскать с недобросовестного клиента 45 тысяч рублей за должность и штраф за неуплату процентов. Коминтерновский районный суд требования банка удовлетворил частично, взыскав с ответчика лишь сумму основного долга в 19 тысяч рублей без штрафа и комиссий. Интернет-версию кредитного договора суд посчитал законной. И я преследую цель не обогащения, не известности, а именно показать людям, простым клиентам, будущим клиентам банкам, что нужно читать договор, внимательно его читать. И тот мелкий шрифт, который нам дают. И главное, что самое главное, что клиент, то есть обыкновенный россиянин, может на отдельных условиях от банка заключить по закону договор с банком. По словам адвокатов заемщика, банк сейчас ведет двойную игру. С одной стороны, уверяет, что липовый договор расторгнут, с другой продолжает направлять их клиенту СМС-сообщения с требованием заплатить штрафы и комиссии. Еще 1 апреля воронежец направил в банк претензию с требованием добровольно выплатить компенсацию 24 миллиона рублей за нарушение его условий кредитного договора. В банке этот документ, видимо, посчитали шуткой, никакой реакции не последовало, поэтому горожанин намерен продолжить битву с банкирами в суде. Судебное заседание по интригующему делу назначено на 5 сентября. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Андрей Островерхов и Ольга Хомякова. Телекомпания НТВ, Воронеж.